Господа, доброго вам всем турецкого дня. У нас с вами снова отель, снова Турция. В сторону Кемера мы сегодня в Геонюк приехали. Отель на самом деле сегодня Бергиз. Не можем мы дома сидеть, хотели 10 дней посидеть дома, но решили на этих выходных тоже поехать. Надпись «Сейф туризм». Добро пожаловать. Так, заходим. Слева у нас зона ресепшена. Жанна уже нас регистрирует. Бергиз Hotel Resort Кемер. Здесь у нас с вами приветственный стол. Поле уже разведывалось, все, что есть. Яблоки, арахат лукумчики, шоколадки, шампанское и легкие напитки. Так, ну мы быстренько зарегистрировались. Это легкий обзор лобби-зону и пойдем заселяться. Здесь у нас спа-ресепшн. Можно записаться. Лобби-зона. Так, там дальше еще лобби-зона продолжается, но потом сюда заглянем. Жить мы будем на 4-м этаже. И у нас номер с сюрпризом. Не успел снять Полину реакцию. Что там, Поль, дом, замок? Что там, Поль, у вас есть такое? Ничего себе. Лесенка, прям детский домик сделал. Свет побольше сделал. Ничего себе, смотрите, пуфики свои. Поля быстро заняла верхнюю палубу. Никита, внизу будешь, поместишься? Еле-еле. Знаете как? Да ладно, еле даже. Я там помещусь, что-нибудь, еще телевизор. У нас начался сразу экспресс-обзор номера. Так, что у них такое за блоки управления? А, это этот климат-контроль. Можно выключить. Я уже выключил. Здесь кнопки управления светом. Так, здесь что у нас? Шкафы, халаты, тапочки. Здесь у них своя комната для мытья, своя ванная, смотрите, какая большая. В отеле все новое, пусть реновация отель. Ну и вообще отель сам по себе свежий. Тропический ливень, душ, лейк, все есть, приборы все для мытья есть. Этот гель, боди-лосьон, шампунь. Здесь у нас что такое? Здесь палочки, этот шапочка, это как мочалка. Здесь 2 зубных щетки, пакетик, полотенце, естественно, все это здесь есть, он лежит. Это классно, полностью закрывается, ничего мокнуть не будет. Здорово. Так, пойдем дальше. Так, это детский, получается, номер. Классно, конечно, необычно. Все, вы легли. Вы оставайтесь здесь, мы пойдем в отеле гулять. Ой, смотрите, здесь еще по запросу, если есть свободная PlayStation, можно взять. Так, мини-барчик, фанта. Этот водичка и газированная водичка еще. А PlayStation бесплатно? Аккуратно. Но если он есть в наличии, то мы уже даем. Так, и пойдем в наш номер посмотрим. Вход, зеркало здесь. Тоже ванная комната, дверь есть, закрывается. Здесь душевая кабина, тоже гигантская, огромная. Полотенце, все, тропический ливень, лейка. Все есть, все то же самое по наборам. Я уже посмотрел. Это такое для наведения макияжа, зеркальце. И пойдем дальше номер посмотрим. Перегородка к детям, можно закрыться от них. И все. Вообще их не выпускать, своего выхода у них там нет. Цвета такие приятные. Да, приятный цвет, все новое, все свежее, знаете, даже пахнет новым. Да, Всем. ты вообще Недорогой ты? когда он Кровать, тумба-юмба, скажешь, там на розетке, смотрите, и USB-шки, и обычные есть. Жесткий матрас. Так, телевизор большой. Это дюймов 55, наверное. Все, кровать исследует, подушки. Здесь есть меню подушек. Так, тут у нас тоже блок управления кондеем. Розеточки, все, телефон, если надо позвонить. Стол, стулья. Здесь еще столик можно посетить, помонтировать, если делать нечего. Так, и тут тоже напитки легкие, Cold Fun Sprite, 2 Берандеса, 0,33. Чайный набор, чаек, кофеек. И пойдемте на балкон, выйдем, посмотрим. Москитная сетка большая, это очень нужно, когда с детками отдыхаете. 2 стулья, стол. И это у нас на атриум вид. Есть еще Garden View, другие виды мы посмотрим, поснимаем. Покажу вам или в этом выпуске, или в следующем. Пишите, как вам номер, но очень просторный, цвета вообще обалденные, все приятно, так сделано. Современный ремонт. Это вот такие family есть. Есть еще family с обычной, да? То есть это не обычная у вас family, есть обычный family с 2 большими комнатами, как захотите, на выбор. Но вот это прикольно. Поместится, там даже я помещусь с вами. Своим ростом 2,20. О, смотрите, я спокойно могу спать.
Метр 84 у меня. 2 метра. Не, смотри, у меня там даже запас еще есть. Так что, если найдете меня, потеряете меня, ищите в детской зоне. А детям прикольно. Никита говорит, PlayStation закажите, и все. Коля в шоке от номера. А наверху тоже такое же спальное место 2 метра, а там еще больше даже, видите, нужно ноги протянуть. Здесь точно 2,20 поместится, как баскетболист. Ну, прикольно. Видите, где-то перегородка, чтобы он туда не вывалилось. Такой мягкая обивочка там сделана. Еще тут вот такая вот штука, там, чтобы не Ну, упасть. круто сделано. Как вам, пишите. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии в поддержку видео. Любые 4 слова, там что-нибудь пишите, ваш вопрос, я стараюсь читать. А потом видео реализую. Давайте сразу реализую. У нас сегодня 9 мая, День Победы. С Днем Победы прошедшим всех. Тоже спрашивайте часто. Да, то есть остальное. Там мы также спускаемся на 1-й этаж. Здесь у нас парикмахерская, магазинчик, еще магазинчик. Если что-то забыли купить, здесь можно купить и сладости, и все. Но здесь, кстати, вы выходите из отеля и направо, буквально там Главный ресторан. 400-500 метров и начинается зона. Вот. И вообще, если автобус ходит каждые 20 минут, можете в Кемер поехать. Или из Кемера, куда угодно. И мы сразу в ресторан упираемся. Так, вот в этом корпусе мы живем, на ту сторону. Так, друзья, поддержите обязательно видео лайком, комментариями. Такие алгоритмы у всех площадок. И снизу под видео ссылка, там все соцсети, где вы хотите посмотреть. Без VPN, все в хорошем качестве, в 4К. Вот, поэтому заходите, смотрите, сохраняйтесь на той площадке, где вам больше всего нравится смотреть. Вот, также там связь со мной, да, если хотите купить квартиру в России или за рубежом, Турция, Дубай, Таиланд, Бали, скоро будет направление открыто. Все по ценам от застройщика, без агентской комиссии, все. Вот, вас встречают, приезжаете, смотрите, на машине все ездят, показывают. Это ничего не стоит, все бесплатно, что многие спрашивают, Жень, сколько стоит посмотреть квартиру там в Таиланде. Нисколько не стоит, все бесплатно. То есть вся первичка, она идет без агентской комиссии, что в России, что в любой стране мира. По вторичке комиссии согласно уже стране, в которой вы находитесь. Вот, также, если хотите продать в России или в 33 регионах у нас офисы представлены, тоже пишите. Ну, купите и продать хотите в России, тоже все пишите. То есть удобно, если вы из региона приезжаете в Москву, ничего не знаете. Все, с вами менеджер будет, или, возможно, я буду, если с собой буду. Все, поездим, все покажем на машине или без машины, метро, как удобнее будет, смотрите, сколько объектов будет. Поэтому пишите. По поводу туров, все, к Жанне обращайтесь, под видео ссылка на нее будет. Вот, 9 менеджеров. Из любого региона России можно отправиться. Вот, все по ценам от туроператоров. Лучший сервис. Жанна сама знает всех ательеров лично. Куча наград получена со всех отелей. Я не знаю, мы здесь 2 года прожили уже в Турции, и за это время такое количество отелей объездили. Ну и до этого они жили. Сейчас туда-сюда ездим. Сейчас тоже каждые выходные по отелям. Хотели 10 дней посидеть, отдохнуть в отеле. Да, такое тоже может быть, отдохнуть от отеля. Но нет, вот опять в новый отель приехал. Так, мою уже набрали вкусняшек. Никита, Полина, если кто не знает, Жанну, я думаю, не надо представлять. В каждом видео у тебя шикарный обед. Обязательно. Хотя я сегодня даже еще не завтракал. Я что-то приболел. Все нырял, обливался в холодную воду. И вот меня гайморит, видимо, опять меня настиг. Ну так слегка. Давайте обзорчик вам сделаю, что на обед. Мерава. Сладости у нас турецкие. Многие пишут в комментариях там, давай побыстрее. Ну давайте будем побыстрее. Здесь у нас холодный стол со всякими салатами, с зеленушечкой. Много-много всего. Соленья, коренья, халапеньо. Что-то не вижу, где халапеньо. В общем, поищем, найдем. И вот здесь салат, тоже обращайте внимание, на этот салат бывает с креветочками. Я вижу прям селедочка. На 9 мая это нормально. Пойдет шашлычки, да, там у всех дача. И вы позже смотрите, много отелей накопилось. Сыры. Слушайте, на обед большой выбор. Ух ты, что я вижу, рулька. Баранья голень написано, обалдеть. Я думал, свиная рулька, но свинины нет в Турции. Понятно, выглядит точно так же. Так, фрикадельки, что-то у нас перчик фаршированный, макарошки, курочка вот так вот сделана, мерава, котлетки, кофте и турецкие. Так, что у нас тут еще? Рыбка, курица, целая рыба, пожалуйста, дорадо. Написано, это не дорадо, это сибас, так называемый леврек. Леврек? Леврек это лапана. Дорадо. Здесь написано дорадо, это леврек. Я знаю, супчик, еще один супчик, здесь у нас бар. Попозже заговорим, чай, кофе можно сделать. Как выглядит зона раздачи. Вот одну часть мы с вами прошли. Кусочек здесь у нас еще сладости много. Вот этот сютлач вкусный. Тоже пробуйте десерт. Здесь пирожные, ребята. Вот смотрите, все приехали в отель, как нормальные люди. Пошли на бар все поесть. Идут трапезничать. Сколько тут? 7 видов мороженого. Я также для вас снимаю всегда, прежде чем есть
Ну и потом еще снимаю, всегда снимаю. Поэтому обязательно лайк нажмите, не поленитесь для вас нажатие. Для меня, знаете, это ранжирование для всех видео, они начинают залетать. Вот и комментарий любой пишите с 4 слов. Для меня это огромная поддержка, поэтому пишите. Видите, вместо того, что тропинничать, для вас всегда стараюсь все снимать. Так, здесь еще куча всего, там мяско, что только нету, фаршировано, не фаршировано. Курочка, то есть разновидностей много всяких. А целая рыбка есть, это уже хорошо. Мясо редко бывает на обед в отелях. Вечерком на ужин. Будет, скорее всего, пару выпусков. Вот здесь у нас фрукты. Фрукты, клубничка. О, смотрите, красота какая, салатик уже порезанный. Поэтому колокольчик там нажимаете, чтобы вам уведомления приходили. И второй выпуск вам придет уведомление. Подписывайтесь обязательно тоже. Так, яблоки. О, эти абрикосики пошли. Не было их, мушмула. Очень полезный фрукт. Все же. Ешьте груши, они тоже вкусные, кстати, несмотря на то, что зеленые, местные груши. Так, яблочки, бананы. Ой, обойти не обойти. Так, диет-буфет. Очень хороший диет-буфет с луковыми кольцами. И вот такой барбекю с соусом. Вот это, наверное, диет-зона, а вот это не диет. Ну, вот здесь макарошки, смотрите. О, кальмарчики, есть морепродукты. Сколько всего там, миди. О, вот это соте из говядины, прям очень такой привлекательное. Говядинку тоже надо есть обязательно. Так, здесь у нас булки. Можно поджарить хлеба себе. Тосты, шмосты сделать. Здесь еще у нас пиде, пицца. Вот это я тоже люблю. Вот как аппетитно. Я что-то сейчас у меня обед так и начнется с такой пиццы. Очень она аппетитная, такая с сыром. О, плавленым, вообще шикарно. Так, вот эти зоны еще, наверное, на ужин будут дополнительно открываться. Сам ресторанчик. Все. Я пойду себе набирать еды. А, вот здесь еще, смотрите, лимончики, баклажаны сырые, кто любит. Перчик, помидоры. Здесь баночки, смотрите, овощные. Давайте посмотрим, есть ли мясные. Это многие спрашивают. Это овощи. Это яблоко. Тоже овощи, но не пойму. По-моему, даже с каким-то мяском там. В общем, посмотрите. Тоже как будто там овощи с мяском. Я чуть не разбираюсь, уже давно дети все подросли. Яблочко. В общем, да, овощи. Можно что-то выбрать себе. Но если у вас дети едят мясные, то с собой эти банки брать, потому что в многих отелях не бывает. Либо сейчас может быть, а потом не быть. Ну, пару баклажан, если я пошутил, это просто для красоты лежат. Ну, перчик можно взять. Кофеечку можно сделать сразу. Замечание по персоналу. Правильно. Я стоял, камеры вообще не было видно. Я стою наливаю кофе. Могу вам помочь отнести. Я ей все сказал, да, пожалуйста, кофеек еще, колу мне. Все, говорю, вон там сижу. Камеру она не видела, сама подошла. Поэтому очень положительное замечание к персоналу. Смотрите, какой огромный ресторан. И можно вот сюда выйти таким прекрасным видом. Ой, как про Мэнджи мне напомнил очень сильно. Бассейн темный. О, красота какая. Так, ну что, подкрепились. Обед отличный. Мяско зачет. И отправляемся исследовать отель. Слушайте, конечно, Кемер, Гюйнюк. Ну, до Кемера дальше, получается, да. Но вот здесь Гюйнюк. В сторону Кемер, конечно, все, природа здесь шикарнейшая. Так, здесь Kids Club. Огромный, прям сразу видно. Поле туда прям просится. Пойдемте посмотрим, что там. Здесь у нас, видите, небольшие номера. Тоже, не знаю, успеем смотреть. Нет, это главный корпус. Это отдельные номера. Аквапарк, это детский. Большой у нас там из ресторана мог кто-то краешком глаза зацепить. Шезлонги, все вот. Давайте водичку потрогаем. Греется, не греется. 9 мая. Ну, вы когда смотрите, сейчас у вас уже время другое. Не, водичка не греется, но уже 24-25. Она, естественным путем нагревается. Уже можно везде купаться. И так, нормально. Вот, поэтому много отелей набралось. Прям очень много. В этом году прям отель за отелем. Поэтому чуть позже нужно время, чтобы это все смонтировать. Так, ну что у нас тут? Прям посмотрим. Fun House. О, Поль, Никит, что тут? Панда парк, так называемый, да? Star Kids Club. Что здесь написано? Расскажи мне. Подходит для использования и приключений игровой площадки после 19. Ну, хочу после 19 не лазить. А так можно, да, самим залезть? Ну, это трос еще есть. А, страховочный Да, должен быть. Да. Ага. Так, для детей 10 до 16 лет. Спасибо, very much. А, могу. Парк приключений, Adventure Park. Не понимаю, можно самим или нет. Ну, сейчас узнаю. А где ты страховочный трос возьмешь? Ух ты, смотрите. Несут за это родители, Да, нет? написано? Я так думаю. Ничего не написано. Не, ну это запретительной зоны нету. Что тут Никита лазит? Просто так прошелся и все. Так, здесь еще, смотрите, батутный центр. Открыто, все, заходишь, прыгаешь. Здесь 3 до 7 лет, я так понимаю, да, по-турецки.
Ну, зашел, попрыгал. Здесь еще горочки, корабль такой. Слушай, классно под навесом, все под пихтами, облепихтами. Ароматы здесь потрясающие. Классная площадочка. И детский клуб, смотрите, какой огромный. Пойдем зайдем. Так, давайте пройдемся, глянем. Большая вообще зона. Так, я думаю, здесь для детей помладше. Здесь для детей постарше для нас. Жанна любит такие лазилки. Смотрите, там можно в лабиринте. Потом туда в шарики выпрыгнуть. Все новенькое, свеженькое. Знаете, туда дальше еще уходит эта батутная зона. Ну, лазилка так называемая. Туалеты свои тут у них эти детские для детишек. Опа. Все предусмотрено. Ух ты. А это что такое? Это sleeping room. Сын какие-то. Прийти поспать. Так, надо здесь босиком пройти. О, как тут уютненько. Смотрите, кроватки для малышей. Ляльки такие стоят. Люльки. Слушайте, вообще такой ковер такой, прикиньте. Вообще классно. Еще, если хотите, детишку пристроить. Да, знаете, как тут тоже конструкторы, лего. По разному возрасту. Это у них ресторанчик свой. Видите, кормят детишек. Ну, молодцы. Отель только недавно открылся, потому что в Кемере зимой ничего не работает. Угу, здесь, ой, смотрите, сцена. Пуфики стоят, проектор. В общем, детям вообще райский уголок. А, еще второй этаж, Жанна говорит, да? На втором этаже еще PlayStation. Так, это с 10 часов до 12. Это вот эта зона для типа старше. Там помладше я пропустил. Вот, смотрите, лифт есть. Так, смотрите, ничего себе, тут на втором этаже зона. О, целую баскетбольную зону сделали. Ничего себе. Мелкие доделки, мелкие правки. О, это вот для Никитоса, смотрите, у них тут свой бар. Мераба. Напиточки у них тоже булдук. Это у них дринкинг зона. А тут, смотрите, ничего себе. Можно прям это, компьютер наставить и батл устраивать. Майнкрафт, все дела, все, что детишки любят. Раз, два, три, четыре. Это PlayStation, я знаю. А это, не знаю, Xbox что-то. Обалдеть, да? Детская зона. Это еще не все. Пойдем дальше. Тоже туалеты. О, бильярдная зона. Я так понимаю, сюда и взрослым можно зайти. Бильярдишка. Берешь, играешь. Бесплатно все. Я так понимаю, аэрохоккей. Берешь, играешь. Футбол, аэрохоккей. 2 теннисных стола. Ну, классно сделано. Молодцы. Детям прям весело тут будет. И детки прибежали. Как чувствовали, что тут Поля идет, говорит, Майнкрафт. Никит, смотри, Поль, Майнкрафт. Вот детки молодцы, всех папу. Вместо игрулек PlayStation выбрали зону баскетбольную. Молодцы. Папа вот покажет, супер класс. И Никита покажет супер класс. Это сейчас Никита забил, если что. Это на видео получилось, что я бросил, а мяч залетел. Я не попал. Так, имбирями работаем мини-клубы с 10 до 10. Мини-диско 8:15. Обычно 8:30. Ну вот, я понимаю, мини-клуб, когда ты приходишь с детками, они говорят, можно мы оставимся в мини-клубе? Счастливо оставаться. Территория вообще обалденная, прям очень приятно. Идешь, вот смотришь, я говорю, NG. Просто, вот смотрите, как красиво. Пихты-облепихты. Ваш любимый темный бассейн все-таки доделает свой вид. Все это не обманешь. Я говорю, ну NG туда сразу сказал, похоже. А вот у нас NG не за горами. Ни одной горы нас не отделяет. Вот он. Как на ладони. Рядышком. Слушай, ну обалденная территория, шикарная вообще. Просто вот идешь и вот с первых минут прям кайфуешь. Природа все-таки делает свое дело. Ну и отель, естественно, тоже все такое стильное, современное. Очень много всяких зон. Исследовать, не переследовать. Бич-бар, там закусончики какие-то. Там с той стороны еще. О, классно. Там еще бар. Люблю, когда так много всяких разных зон необычных. Ну, в обычных, конечно, но все, знаете, как-то так выглядит, как будто ты еще много чего не обследовал. Вот это люблю, когда приезжаешь и знаешь, что да, очень красиво. Ой, слушайте, а водичка в бассейне теплая. Градусов 27, градусов 27-28. А может даже и 30. Тепленькая. С подогревом? Может даже и греется. Ну, теплая. Сейчас 24-25. Где-то 26 бывало от самого нагрева.
Ну, когда вы смотрите, уже будет горяченько. Слушайте, у бассейна вообще классно, очень много лежаков. Вон там горы, вообще, ну красота обалденная. Есть стоечка, где написано 24, ну, я всегда перепроверяю своим точным градусником. Точно сейчас больше, не 24, это вообще 100%. Так, здесь же рядом с бассейном можно взять полотенчики без карточек, без всего. Вот, такие новенькие, свежие, оранжевого цвета. Мой любимый цвет, оранжевый, голубой. Детский бассейн здесь же у нас еще. Ну, зелени и так предостаточно. Я смотрю, вот эти пальмочки, банановые рощи. Это разрастется немножечко и будет еще более зелено. Везде указатели есть. Ну вот, бич-бар. Указатель прямо здесь. Можно сюда зайти. Мы на самом деле уже вон там посидели в Снеке, но я вам потом покажу, когда то есть пойдем. Очень классно посидеть с такими видами шикарными. Жанна углядела, говорит, там мужчина ел стейк здоровый такой. Это я попробую. Я бургеры там видел. Я вам подробненько покажу, чтобы все поснимать вживую. Ой, смотрите, какая приятная зона в баре. Можно здесь посидеть. Прям пляжный бар. Прям на самом пляжу находится. Недалеко от кассы. И смотрите, там еще у нас бар на пирсе. Ну, отлично. Мечтаю свой тяжеленный рюкзак скинуть. У меня там дрон, шмон, что только нету. Ну, это чтобы на случай. Вот видите, сейчас солнышко, погода офигенная. На самом деле, надо сейчас дрон запустить. Потому что завтра тучность обещают. И Кемеровский город часто притягивают. И, может быть, не очень погода для дрона. Поэтому я, наверное, сейчас запущу. Бросить балласт свой, потом его еще в номер скину. Так, я уже поснимал вам кадров с дрона. Смотрите, как классно сделано. Кто хочет на гальке, можно лежать. Кто хочет на деревяшке. Здесь шезлонги вот такие новые, современные. Есть еще мягкие, вот такие, как диваны. Прям просторные, большие. Здесь же можно и присесть, что прикольно, да? То есть вы хотели полежали, хотели посидели, захотели, взяли что-нибудь, дринкнули там. Посмотрим, да? Давайте заглянем. О, в холодильниках, видите, водичка стоит, не надо в баре ставить. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Апероль var mı? Aperolum bitti. Так, аперольчика нет у нас. Что есть интересного? Так, вот это все all inclusive, да? Red Label, смотрите, Ballantine's, GB, Absolut водка, Смирнов, Гавана Club, вижу, есть, Captain Morgan, Gordon's Gin или Gordon's. Ну, нормально, соки пакетированные есть. А пиво Only Craft in the bottle we have? Глаз. Ага, пиво разливной, Туборг. Бутылочного нет, но и хорошо. Посуда меньше биться будет. Ну, в общем, можно любые коктейльчики сделать. Шампанское вот есть, светленькое. Что тут еще у нас? Бейлис, вот слышу. Егермейстер, но это другой егермейстер, не настоящий, не знаю, такой не пробовал. И много-много, видите, этих сиропов можно коктейльчики намешать. Здесь же у нас детокс напитки ставят. Орешки, смотрите, они подогреваемые такие там, разные виды смузи-шмузи. Еще вижу отделение для попкорна, что ли, что-то такое там. А, вон мартини прям оригинальный есть. Музыка играет громко, надо чуть побольше болтать, иначе забанят за музыку. Так, слушайте, я что-то типа аперитива вижу, но потом узнаем. Что-то тут странно, апероль нет. Ну, если попросить, принесут. Потому что в предыдущем баре я заглядывал, говорю, чивос есть, он так что смотрел. Я сижу, потом приносит чивос, так, я говорю, я просто посмотреть. А он мне типа пей. Я говорю, не буду, днем не пью. Так, видите, много чая здесь. Музыка, видите, играет, главное, что не забанить, потом приходится много-много болтать. Ну, отлично, для пляжного бара вообще шикарно. Можно кофейку попить, там прям зерна. Горячий шоколад, так моя, можно сделать молоко. В общем, нормально, можно позавтракать. Я себе взял шампуськое, точнее, Жанне, и себе бира. Немножечко какие бокалы красивые, это пластик. Так, ну смотрите, внимательно, вам плохо видно. Ребята ходят, собирают крупные камни, чтобы вам было приятно ходить. Я первый раз такое вижу. То есть они берут крупные камни в ведро, по одной штучке собирают и под пирс убирают. Вот это красавчик. Ну да, я иду вот босиком, смотрите, нормально. Здесь мелкая галька, перемешка с песком. Здесь тоже прям мелкая галька. Там дальше чуть покрупнее камушки. Но потом зайдем, я если поправлюсь, я пойду. Сейчас не пойду. Не хочу разболеться окончательно. Не пойду, а ноги идут. У меня, вы знаете, любовь к морю. Ой, слушайте, вода прогрелась на градусов 23-24, 100%. Ладно, давайте, раз уже пошли. Главное не искупаться. Да я могу. Давайте вам заряд пенных. Как всегда, я пока свой прибор окуну. Посмотрим, что там покажет у нас. Сейчас чуть подождем. Вам пока заряд пенных морских. 23, слушайте, ну прогрелось уже. Ну вы когда приедете, уже, конечно, тепло будет. А так, супер. Был 21 вот мы несколько дней назад в отеле были, тут неподалеку. Ну, классно. На пирсе надо прогуляться. Пирс широкий, обалденный бар. Сол там, надо глянуть. Вот этот пирс только для, ну, кабаны там одни. Тоже поснимал сейчас на дроне. О, водичка супер, кристальная, чистая, прозрачная.
длине пляжа, смотрите, вот отсюда, вон оттуда даже еще наш пляж идет. Вон где этот watersport. Там лежаки, тут лежаки. И туда уходит. Но видите, запас какой прочности у пляжа. Раз, два. Можно сколько хочешь линий доставлять шезлонгов, чтобы всем хватило. И там, видите, туда вглубь уходит еще пляж. Ну, с дрона я снимал, покажу вам кадр. Так, перемещаемся с пляжа обратно в сторону отеля. Смотри, сейчас диджей-сет готовится, сейчас начнется, я вам снимаю. Смотри, как красиво тут. Опа. Территория вроде так с дроном небольшая, кажется. Но что-то столько закоулочков, туда пошел, сюда пошел, и очень все красиво. Смотрите, какой вот здесь пляж широкий, да? Я тут снимал, не видно было. Здесь еще у нас волейбольная площадка. Кстати, там теннисный корт есть вдалеке. С дрона был видно, вот Wi-Fi монтируют. Чтобы хороший прием был. И Кимерас парк. Этот отель у нас будет скоро. Через несколько недель. В общем, у нас тут все отели. Все, что можно уже. Объезжаем. Так, здесь какая-то машинка стоит с едой. Посмотрим, что там делают, чем кормят. Так, смотрите, здесь можно себе дурюмчик сделать. Давайте. С картошечкой фри. Вот, мяско, видите, жарит мясной дурюм. Классно. Работает с 4 до 6. Но сейчас еще 4 нету. Но без проблем. Сейчас мне сделают дурюмчик. Так, рядом еще какая-то зона с посиделочной, поедалочной. Ну, прикольно. Но еще пока не открыто. Так, вот такой дурюм у меня был. Жанна съела мой дурюмчик. Это тантуни называется у них, с мяском, с салатом. Я еще думаю, блин, айран есть. Опаньки, ларечка открывается. 4 часов работает, сейчас еще 4 нету, но они уже нам сделали без проблем. Здесь можно берандосы взять, напиточки. Айранчик, наверное. Софт-дринкс. И с таким прекрасным видом можно трапезничать. Но потом на волейбол. Чтобы похудеть и потом опять поесть. Пойду за вторым. Сейчас вот время диджей-сета. Жанна уже вовсю поглощает музыкальные звуки. Так, по бару вам попозже сниму, потому что музыка, там плохо слышно будет и забанить могут. Сейчас возьму апероль шприц. Жанна шампунчик и вот так вот варит с таким прекрасным видом будем релаксовать. Шакали. Бокалы очень красивые, мне тут очень нравится. Сейчас на закате добрались на пирс. Здесь уже бар закрылся. Взяли пару коктейльчиков. Мне очень нравится теперь в последнее время на закате ходить на пирс и купаться. Очень классная атмосфера такая. Видите, сейчас солнышко за горы зайдет. Такой резкий закат будет. Смотрите, сейчас обратил внимание. Это очень много где в Кемере. У вас галька, да, бывает. А дальше всегда песок. Вот, не знаю, видно вам или нет. Здесь просто идеально ровный песочек. Вот в некоторых отелях, вы в предыдущем были, там прям трубой такой насос стоит, намывают песок. И там прям пляж песчаный получается. В общем, на пирсе такой свой вайб под закат. Дети вернулись из мини-клуба в 7 вечера. Что за медали у вас тут? Рассказывайте, за что дали? За боулинг. За что? За боулинг? А где вы боулинг нашли? Ну, пластик маленький. А бильярд играли? Да. Что, маджун такой? Ну, молодцы, грамоты получали. И 2 медали мне. Кроме вас кто-то был в мини-клубе? Было очень мало. Где-то 2 ребенка. Да. За все время. Молодцы. Кстати, нас что-то везде Понравился? все фоткали. Да? То есть аниматор фотку попросил, еще раз аниматор, еще какой-то пацан, еще один аниматор. Ничего себе. Вам понравился мини-клуб? Ну да. Здорово, нам тоже понравился мини-клуб. Мы с мамой отдыхаем сегодня целый день на релаксе. Спокойно там, тут, везде. Так, а оказывается, по атриуме этого отеля мы думали, что там такое? Я думал, там раскопки какие-то археологические. А здесь бассейн, представляете? Спа. То есть кто-то там плавает, сверху кто-то проходит, снизу кто-то смотрит. Ну, очень прикольно, необычно. И днем туда, получается, солнышко, естественный свет заходит. Прикольно. У нас уже время ужина. Отправляемся на ужин. Я сейчас поснимаю что-нибудь вкусненькое. Завтра снимаю, послезавтра снимаю. И потом в одно видео вам объединю, чтобы объективно было. Потому что бывает, что один вечер дают креветки, другой день дают раки. Или вообще ничего не дают. Поэтому в 3 дня покажу вам, что было, и объединю. Так, ну что, ужин вкусный. В следующем с кем покажу. Смотрите, кафе Дора есть, представляете, до 10 часов работы. Это у нас кафе со сладостями. То есть есть куча сладостей. Я тоже завтра поснимаю. Сейчас Жанна говорит, днем заходил, тут больше сверху лежал.
Завтра вам покажу. И кофейку еще можно купить. Но вот сейчас шоколадку съел, очень вкусно. Всех до 10 часов можно ходить сладкой. Так, сейчас 8:15. Было мини-диско. Там вроде какое-то шоу должно быть. Здесь, смотрите, вдоль набережной можно так прогуляться. Фонарики горят. Туда-обратно, туда-обратно. Там, кстати, а-ля карт ресторан с 7 до 10. И там еще стейкхаус. Тоже а-ля карт ресторан. Если узнаете, что позапись, но обычно 7 дней у вас пребывания, один а-ля карт бесплатно. Узнаем, может быть, мне кажется, он тот средиземноморский должен быть, может быть, вообще бесплатно, не знаю. Завтра узнаем. Так, и вот здесь же в баре возле бассейна. Point бар. Вот живая музыка какая-то там, диджей. Сейчас посмотрим, что будет. Диско-пати небольшой, 9 мая, возле бара Point происходит. Так, довольно все активно, там коктейльчики какие-то. Здесь орешки подтачиваем. Вот так вот у нас тут в баре. Ёжик пришел, орешки есть. Главное орехи, остальное не важно. Смотрите, мы с вами все время в отель заходили там, где ресторан главный. Если вот там, где знаю, группа, здесь сбоку, если заходить, смотрите, сколько тут места, где можно посидеть. Как длинная лобби-зона. И вот здесь же она продолжается. Я, правда, пока не понимаю, как попасть сюда от ресепшн. А, вот, через атриум. Здесь же бар. Лобби. Вот. Здесь же где-то ресторанчики есть, в котором, говорят, креветки дают. Вот нам сейчас ребята рассказали. Слушайте, ну здесь вот он, Федон бистро. Что там происходит такое? Здесь, значит, ресторанчик, бистро. С 4 вечера до 7 утра. Вот сказать, что здесь дают креветочку. Здесь, по-моему, очень весело. Банкет какой. Ну, очень веселая тут атмосфера. Можно еще на улицу так присесть, смотрите, как атмосферненько здесь. В общем, такой ночной суп тут есть. Так вот, менюшка, не знаю, у вас QR-код ведется, нет? Креветок в меню здесь нету, но есть салат, суп. Что там еще у нас есть? Спагетти, пельмени, гамбургер, чизбургер, касадили с курицей, картошка фри, сэндвич. Несколько видов сэндвичей, котлеты на гриле, филе лосось даже есть, стейк из курицы и десерт. Куриный супчик, салат цезарь. Ну, суп ни о чем, цезарь тоже вообще ни о чем. А там еще стейк из лосося, кстати, был. Вот его и не попробовал. Буду его в следующий раз заказывать. Вот бар у нас работает 24/7, круглосуточно. Как выглядит стеклянный пол ночью. Стеклянный. Очень прикольно.